Поехали. Рыжая собака, значит, куда-то едет. Всем привет! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля, его зовут Рамс. И если вы еще не с нами, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Кстати, те, кто смотрит часто мой канал, должны понимать, что сегодня я еду на рыбалку с ночевкой. Как же это определить? Те, кто не смотрит мой канал, считают, что я в мейкапе. Те, кто смотрит мой канал, знают, что на рыбалку с ночевкой я крашу только свисток. Видите? Видите? Где он? Где мейкап? Где? Вот они, прыщи. Шут-шиншина, 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 шут-шиншина. Забыли купить картошку, поэтому остановились в одном маленьком городе в магазин сходить, чтобы это сделать. Собираемся сегодня вечером приготовить вкусный ужин на сковороде из диска бараны. Ну и, друзья, немножко приоткрою завесу, куда я еду. Еду я не просто так на рыбалку, еду я, естественно, рыбачить с фидером на одной из озер Гродненской области. И рыбачить я буду не одна, точнее даже не рыбачить, а немножко учиться. А вот и наш проводник в мир рыбы. Сейчас мы проедем. За ним. Ну вы же не стесняетесь? Поначалу. Ну что? Рыбачить я собираюсь и проводить 2 дня, да, фактически, можно так сказать, с Алексеем, кто не знает. Алексей – это рыболов-спортсмен, гид. И с недавнего времени. Да, и мы приехали к нему для того, чтобы научиться ловить рыбу. Подучиться, научиться. Вот, посмотрим. Будем вам все показывать, что-то покажем, как тут лагерь разложим. В общем, нам надо еще самим познакомиться. Рыжий, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что там красиво. Да, все-таки вот, казалось бы, многие говорят, что после шурика не надо ничего сеять, а на самом деле после шурика кидаешь прикормку на сито, и там есть что сеять. Сейчас перекусим и наконец-то приступим к делу, да? Фидера уже заряжены. Покидаем разными, промеряемся. Здесь вот наверху поставили палатку. Здесь ночью будем палить костер. Одна машинка, вторая машинка. Алексей. Здесь вот Алексей мусор все время собирает. Ходит по всему берегу, подбирает то, что тут валяется. И здесь наша береговая линия. Собака радуется жизни. Вот если что, у нас шатер, дождик переждать прямо здесь. У меня тут обновочка вот такая вот мне пришла. Сейчас вам покажу. Короче, ребятки, мне пришли новые сапожки.
от компании Fintrail. Как всегда, было очень все красиво упаковано. Вот такие вот клевые. 40 размер это минимальный, но под носок сейчас вот на такую вот погоду можно туда мне еще какой-то чулочек надеть. Просто супер. Супер. Оп. И вот так я уже в термоносочках. Класс. Класс просто. Нереально. Так, и вторая сапожка. Тоже из неопренчика. Вот такая вот. Слушайте, ну вроде бы и 40 размер, а сели очень хорошо. Вроде когда берешь в руку, они такие не очень-то, можно сказать, легкие за счет вот этой вот резиновой вставки. Да? Но когда надеваешь на ногу, очень удобно и легко в них ходить. И хорошо, что есть свободное место, чтобы туда чулочек поддеть, либо носочек. Сразу тебе скажу, что с леской ты намного меньше слышишь, чем вот с плетенкой. Почему промерочная палка, какую-то вот одну иметь катушечку на чистой плетенке. Ну, это в тех местах, где, типа блядь, без прям шока? нужен. Это на кормление или на промер? Ну да, вот такой хэвики туда и сюда. Ага. И вот промеряется Алексей 100-граммовым грузом. Ничего себе. Пробуем 3 метода промерки глубины. И три метода. Первый метод это фидерный, второй метод это карповый, и третий метод это самый продвинутый. Да, любительский, продвинутый метод. И есть еще 4-й метод. Мы посмотрим, есть ли у меня карта глубины. То, что у меня, может, карта глубин там есть, мы откроем телефон, и там тогда еще и 5-й что она есть. Да. Тогда 5. Это заплыть и пощупать ногами, это лучше. На флете, когда надо по 150 метров отбивать каждые полчаса. Но у меня так, наверное, не Нет, сейчас торопиться не надо, сначала надо вот натягивай и там ее вывести. Вот как? И что дальше? 20. Просто надо запомнить, что с этой стороны просто с внутренней. Все, клипса уже пришла. И тогда сматывай. Сматывай тоже, давай покажу как. Так, ну. Натяжку? Надо как-то. Да. Постоянно с натяжкой, удочкой. Оно само спрыгивает. Когда сматываешь, нужно отойти все-таки уже на место дальше. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы найти точку ловли, правильно? Да. Как все нормальные фидеристы. Почему? Потому что на любой фидерной рыбалке нужно найти точку ловли. И вообще мы секреты рассказывать не будем. Для того, чтобы когда я приеду на соревнования на следующей неделе, все вы смотрели видео, что я с вами ловила, и вообще боялись еще больше меня. Они и так не любят со мной рядом ловить, а теперь будут еще больше не любить. Мне вообще два интересных места. Я даже пробила быстренько. Там идет переход с такого, типа, легко идет, потом тяжелый. Я бы, может быть, отступила от этого тяжелого и туда дальше. То есть, ну. И второе место, когда заканчивается тяжелый, начинает чуть-чуть идти, наверное, песок. Вот это начинается такое стучать. Но это, наверное, уже будет слишком близко. Сейчас переставим. Это просто побросаем. Ну да, все равно бросаем-то одинаково. Вот тут будет тебе интересно на плетенке услышать, что намного больше. О, это как карповая. Мне надо было вложиться как в карповую. Ну, я двумя бросала, и сейчас фидер.
нашла, на мой взгляд, какое-то более или менее интересное место. У меня даже целых 3 варианта, где бы можно было остановиться, пока мы еще не определились. И сейчас мы хотим нарисовать карту места, где будем ловить. Да? Вот такая есть карповая с лучами, где можно перед собой промериться, по сторонам. И более простая фидерная я сам нарисовал. Здесь дистанция снизу и глубина сверху. Закинули на 70 метров, посчитали, насколько упал грузик, там поставили эти секунды, допустим. Потом 65 метров, 60 и рисуем вот это вот. И получится у нас рельеф дна нарисован. Вот. Сейчас попробуем это изобразить и потом сравним с эхолотом. Это была собака? Да, это Короче, есть один диппер, есть второй диппер. Сейчас мы пробили, да, и посмотрим, отличается ли один диппер от второго диппера. Они такой же, этой самой, уровня такого же. Это диппер Чир плюс, и это тоже диппер Чир плюс. Все, поехали. Все, ныряй. Так, погнал. 6,4, 6,3. Глубже показывает. Какой луч стоит? А, это вот это. Он глубже показывает. Это, смотри, 6,5, 6,4. А у тебя было 6. Ой, рыбу нарисовал, смотри. Специальный эхолот. Какой луч стоит? Я не знаю, сейчас смотрю. 7. А, ну все, такой. Нормас? Интересно. Черт, по-другому. Диппер у нас показывает 6 метров глубины. Температура воды тоже очень важна. 11, 10, 8 градусов. Ну, может быть, чуть-чуть ниже, да? Пока висел. Но все равно 10 градусов, 11 лещ не растет. Оп, заброс. Между веток. Экстремально. А тут дальше этот улетает. Вне воды давай. 6,1. Вот сейчас нормально вылез. Не копай тут. Ну что, все, наконец-то мы промерились. У нас ушло на это гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, наверное. А может быть и нет, но зато подробно определили глубину, рельеф с эхолотом, совсем посмотрели, что там, как там. И теперь будем знать, какие точки мы выбрали и где мы будем ловить. Вот. Сейчас замешиваемся и, может быть, даже успеем вечером, я надеюсь, половить. Может, рыба будет, нет? Но не факт. Сейчас посмотрим. Эхолот показал. Рыбу эхолот, да, показал. Один показал, второй нет. Кому верить, сейчас посмотрим. Приехали на полянку, на соседней, нашли дровишки. Сюда перетащили. Теперь будет чем погреться ночью. Вот сейчас мы готовим корм для стартового, правильно, Да. закорма. Угу. Мы попробуем, конечно, половить сегодня немножко, да, правда, Мгм. вечером. Но не факт, что у нас что-то клюнет. Поэтому на завтра вот это вот животина. Чтобы ночью полежала, немножко смело, как бы с опарышем, может быть, слишком много. Плохо порезал его. Много цельных осталось. Но он топленый, он не шевелится. Останется, может быть, рыбка подойдет, и завтра с утра, За ночь когда мы точно начнем они ловить. это все растягают. там. Да? На ночь, может быть, и хорошо, что что-то им там дадим поесть. Ну хорошо, что есть Видимо. уверенность в том, что там есть рыба. Потому что я уже ни в чем не уверена. Если не добила,
Выставляй руку вперед, и она утонет. Только ближе к воде. Да? Максимально, да, максимально. Не, на вымок она может О, поклевочка. Есть рыба. Вы знали, да? Кормили? А, ну вы ж не знали, на какую дистанцию я захочу? Да. Очень похоже, ребят, на подлещика, я могу вам сказать. На некрупного подлещичка поставила я, ребятки, 2 мотыля поставила. Ну и кормили мы не обильно, до 10 кормушек я забросила. Кормили мы прикормкой ОТРС, которую мешали, несколько увлажнений, и добавили в нее животный компонент резаного старого опарыша довольно-таки и мотыля. Ой, хорошо так головой играет, какой неприятный, я не ждала. Это классно, я очень рада. Так. Кто там? Кто там? У меня нет. Ой, красава, красава. Тут красава. Есть. Кто там? Хороший, подкатывает. Ну, нет пока. Ну, сейчас рукой возьму. А, нам первая лесочка, конечно. И такой живенький, да? Но они сейчас пока С первого что, заброса кто молодец? поклевка в лед. Это хреново, кстати. Да, потом может быть регресс. Англичане обычно так. О, слишком это. А садок есть? Есть. Сейчас. Я просто не ожидала, что с первого раза Ну, будет. Вот, сейчас я все Сейчас все разложим. Делаем раз. Слушайте, ну, если сейчас будет клевать, я буду очень сильно удивлена. Да, Рамс, ты тоже будешь удивлен? Сейчас мы сопли почистим. Сопли. Так, ребятки, идет рыбка наконец-то. Сделала довольно короткий поводок. Где-то сантиметров 40. И наконец-то всекла его. Небольшой. Но. Можно нагрузить. Ну, ничего. 0,1 поводок. Оп. Кончились. Да, сейчас я сама. А что это такое? Вот что? Вот. Как это называется? Это потому что с опарышем. Ну, хорошая, но это потому что на опарыше. Так, ребят, ну что, наконец-то вот удалось мне сейчас поймать
рыбку. Это была плотва. На бутерброд опарыш с мотылем клюнула плотва. Не знаю, мне кажется, сначала я видела, была поклевка, рыба объела мотыля, и потом она просто взяла на опарыш. Она сразу начинает. Она там вообще на точке, она просто стоит. Сразу. Все, я уже последний разочек и выдержу. Не-не-не. Есть какая-то рыбка. Пока там Алексей с оператором разводит костер. Я потихонечку вот полавливаю рыбку. Сейчас поклевка произошла на 4 мотыля. Оп, красавчик. Короче, увидел дыщ, удар, чуть-чуть подождал, и вот я сейчас подсекаю, сейчас посмотрю. Меньше следить за ним, короче. Но, о, подлещик тоже вот, скорее всего, сейчас. Но. Ну, нормально. Я так его сюда. Ну, таких нормально, да? Или это маленький для этого? Ну, как-то вот измельчал обычно. Здесь такие 400, 500, 300, 400. Ну, все равно. Новое поколение пацанов. Вот это? Ну. Я все никак не могу отойти от удилища. Вот уже сделала очередной заброс. Пару подлещиков еще вечером поймала. Здесь вот горит костерок. Пёса. И сейчас пойдем готовить, кушать в лагерь. Наверное. Я надеюсь. Ну, идет вперед. Я надеюсь, что это не палка. Нет, рыба. Рыба очень похожа на леща. Я надеюсь. Ты успокаиваться начала там просто. Я очень часто бросала сейчас. И сейчас я очень... Раскормила. А? Раскормила. Я Ну, очень много лимона. Ну, только я надеюсь, что это рыба. А не просто так мне тут. Сейчас окажется, как всегда, палку тяну какую-нибудь. Не, рыба. Ой, хороший. Рыбка. Красивый. Это темно, бля. Ну, нормально. Еще ловить можно. Ой. Так, монтирую поводок, между прочим. Че, клево, да? Блин, да, лещик. Вот почему не зимой не клюет? Здесь вот зимой поймать белую рыбу. Уху! Кто Золотой такой красавец. О, боже, боже, боже. Ну, еще не лечь, конечно, но уже почти. А я пожидал.
вернулась я уже в лагерь. Горит костер, дрова. Лёша рубит. Оп, красота. Все, стоит свет, будем сейчас готовить, кушать. Там у нас озеро в темноте, его не видно. Это easy. Ну, это... Я не знал, что не так просто. Через все это проходит. Много Лёша мне показал, много интересного чего подсказал, того, что я действительно не знала. Вот, попробовали мы помахать на дальнее, да, расстояние. Показал ты мне, что ты мне показал? Как ветки надо цеплять. Это был самый классный момент. Эпичный. Да, самый эпичный момент. Ну, просто с промером попробовали разобраться, да. Заброс под конец у тебя уже вообще пошел. Да, я наконец-то Разбросалась. наловчилась. И рыбалка под конец классная пошла. Ну, самое главное, я очень хотела попробовать нарисовать карту, хотя бы хоть какую-то. И я приблизительно, можно так сказать, поняла, как это делать. Думаю, что если когда-нибудь мне будет нечего делать на рыбалке и не будет клевать, то я обязательно сяду. Сколько мы? 5 часов мерили где-то или 4? Не, наверное, ну, 4 часа. 4 часа мы мерились сначала. Просто смотрели дно маркерным грузом, потом мы рисовали карту, потом мы проверяли дно диппером, и только потом мы начали ловить. И рыба сразу стала на точку. да, с первого заброса и в лед. Несмотря на то, что сегодня погода не айс, сегодня довольно прохладно, я хотя смотрела, что атмосферное давление хорошее, да? Периодически шли дожди, несмотря на то, что прохладно, подлещик сразу стал на точку. И даже полоса пошла, да? Все, нормально, завтра 5 будем... метров глубины, да, и Завтра будем ловить, продолжать, посмотрим, что получится. Уже, может, половину вдвоем все-таки попробуем, да? да. Мы приготовили. Картошечка у нас, грибочки, шампиньончики. Шампиньончики. Очень жирная, да, картошка. Нормально. И цыпленок. Да. Оп, мимо. Нет, вот если близко, то норм. Ну как, помидоры? Наша полянка. Сейчас уже все вещи складываем, прогуляем собаку и пойдем отдыхать. Короче, что я могу сказать? Сегодня я вечером посидела, поклевывал подлещик, попалась плотва и потом попалось 2 ерша. 2 ерша попалось на мотыля, я в корм обильно вечером добавляла лиманника. И когда попалось 2 ерша, я уже приняла решение, что все, хватит. Довольно-таки так стемнело, и мы пошли ужинать к костру. Завтра в планах у нас подняться вместе с рассветом, закормить точку ловли, может быть, точки ловли, и будем пробовать ловить. Будем надеяться, что подлещик будет там на точке, на которой мы выбрали, на котором мы определились. Вот. И мы подловим рыбки. Но мы уже сегодня подловили. Как бы, несмотря на все погодные условия, несмотря на то, что было. Сейчас вот у нас в лагере здесь костер такой вот замечательный, горит тепло. Ночью собираемся спать. Видите, костер влажный. Вот тут внизу потух, слава богу, тушить его не надо. Закрыли палаточку. Да, рыжий? И идем спать. Если вы думаете, что идет дождь и нет клещей, вы очень сильно ошибаетесь, потому что вот пошли прогулялись вечером с собакой, сейчас пришли в палатку и с него сняли 3 клеща, которые ползли, то есть они были довольно-таки активны, скорее всего, они на него сели недавно.
Собака поплавала в воде, стала так сильно линять. Придется его теперь после этого хорошенько вычесывать. Видите, какой он хороший, как спит. Маленький.